Сегодня наша съемочная группа корреспондентов Ана Ньюс приехала во вновь освобожденные районы Джобора, в районе мечети Теба. Мы с офицерами сирийско-арабской армии пройдемся по освобожденным укреплениям боевиков, покажем вам очередные варварства боевиков. Вы увидите, как боевики обращались с частной, им не принадлежащей собственностью. Сейчас перед нами будет открытая местность. Там работают снайперы. Поэтому мы двигаемся перебежками. Офицеры остановились, чтобы показать нам частные владения, в которых боевики вырыли несколько подземных ходов между своими укреплениями. Также видим, что в стенах они попробивали себе проходы в разные направления. И построили серьезные укрепления из бочек с землей, мешков с землей и другими подручными предметами. А тут мы видим, что они соорудили ДОТ с неплохим обзором местности. Двигаемся дальше. Мы опять выходим на просматриваемую местность, поэтому снова двигаемся перебежками. Заходим в следующее помещение. Здесь на каждом шагу следы мародерства со стороны боевиков. Разломанные вещи, разрушенные помещения, разбросанное и сожженное имущество населения, испорченное оборудование. Вот снова открытая местность, и мы передвигаемся на свой страх и риск. Хоть мы двигаемся с перебежками и трусится камера, но можно рассмотреть, какие укрепления понастраивали боевики на улицах города, а также множество разрушенных строений. Заходим в жилое помещение. Ранее тут жили люди, наслаждались жизнью. В этих стенах звучал детский смех. А сейчас, после боевиков, остались сплошные разрушения. Как мы видим, они делали проходы в стенах из одного жилья в другое, независимо, что в них было. Разбивали стены беспорядочно, даже не задумываясь о логичности своих действий. Ужасные следы нахождения боевиков. Видите, каждая стена в домах почувствовала присутствие боевиков. Нас зовут с собой показать интересный проход. Мы следуем за военными. Посмотрите, подземный переход. Боевики в жилом доме, в полу, выкопали проход. Здесь нет освещения, поэтому на несколько секунд мы попадаем в мрак. Как нам рассказали военные, в этом районе много есть таких
интересных проходов. Помимо простого разламывания стен, они копали подземные переходы между жилыми помещениями. Мы попадаем в строения, которые сразу не поймешь, что это. Кажется, это какой-то подвал или склад. Но нет, это мечеть Теба. Посмотрите, сколько варварства. Ужас, что боевики сделали со священным местом. Они полностью разграбили мечеть, а потом еще и сожгли. Видим, что возле окон построены оборонительные сооружения из мешков с землей, а также часть оставшейся мебели. В помещении сильный запах гари. Вы можете и сами наблюдать, в какой копоти стены и потолок. Вот оно, налицо, варварство боевиков, которых не поднимается язык назвать человеком, потому как у них нет ничего святого. С красивейшей мечети Теба сделали такое. Один из военных позвал нам показать одну вещь, которую оставили после себя боевики. Посмотрите, это взрывное устройство, состоящее из двух металлических пластин. При прикосновении друг к другу взрывное устройство приходит в действие. Видите, вот соединительные кабеля взрывчатки. Солдаты идут, наступают на такое приспособление, и происходит взрыв. Они много оставили таких сюрпризов, поэтому надо быть очень аккуратным. Видите, сколько мы здесь нашли таких приспособлений? А вот проводка. Мы двигаемся дальше. По пути мы видим все новые и новые помещения, с которых боевики делали себе укрепления, а все ценное грабили. По улицам они практически не передвигались. Все их пути они делали из здания в здание, из помещения в помещение. Мы двигаемся в обратном направлении. По пути нам показывают еще одно частное владение, в которых боевики вырыли несколько подземных ходов и построили доты и укрепления. Георгий Оплот, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.